Привет, мои дорогие! Что тайное станет явным и к чему вас подведут высшие силы? Это видео актуально тогда, когда вы его нашли. Я буду раскладывать те, кто видит свет, Таро провидцев, другими словами, а также символон для вас. Вы можете, конечно, выбрать символон либо Таро провидцев. Но я советую вам в любом случае процентно смотреть. Где-то здесь проиграется больше, где-то здесь. Итак, что тайное станет явным и к чему вас подведут высшие силы? Вот такие важные вопросы, мои дорогие. Что тайное станет явным и к чему вас подведут высшие силы? Начинаем прогноз. Что тайное станет явным и к чему вас подведут высшие силы. И на символон посмотрим то же самое, чтобы посмотреть в процентном соотношении. Может быть, какая-то дополнительная правдивая информация. Что тайное станет явным и к чему вас подведут высшие силы. Итак, это Таро провидцев. И здесь вы видите королева жезлов. Вы знаете, восстановится ваш энергетический потенциал и уйдут эти вражеские нападки. Это могут быть конкуренты в профессии, это могут быть люди, которые вам неблагодарны за ваше же добро, вымогатели. Это могут быть в семье люди, которые хотят вас научить, как жить. Это могут быть ваши родители, дети, которые... Дети тоже учат жить, родители, но они это делают так вычурно как-то. Косвенно. Что еще сильнее? Гнут свою линию, да? То есть королева жезлов, восстановится ваша сила. Что тайное станет явным? Ваша сила была тайная, вы не осознавали свою силу, вы не знали, какая вы сильная, или вы, если мужчина. А сейчас вы это осознаете и будете использовать свою силу. Когда мы начинаем использовать свою силу, удача просто, как изобилием делается. Потому что вы будете делать то, на что у вас силы даются. Мы часто живем как? То, на что силы нам даются, мы говорим, да, это я не буду делать, это и так понятно. Никак понятно, а наоборот, то, на что дается силы, то и нужно делать. А вот на то, что силы не даются, мы хотим поправить. Так мы хотим ублажать, например, людей, которые и так к нам вражески настроены. Но это просто не наши люди. Выбирайте окружение, которое вас поддерживает. Те люди, которые не ваши, они вам не нужны. У них своя свадьба, своя музыка. Они пусть живут счастливо по своим законам, а вы живите по своим. Вы будете жить, наконец, по своим законам бытия. То есть вы поймете, что для вас работает, и будете этого держаться. Это в профессии. Вы начнете, наконец-то, по вашим правилам профессии работать. Если деньги не устраивают, искать лучшее место, потому что ваши правила теперь вступают в силу. Как, помните, Мороз, воевода, вступает в владение свои. Вы, наконец, войдете во владение вашей жизнью. А то вашей жизнью владеет кто-то другой. Может ребенок, если вы с ним в плохих отношениях, может родитель, может любимый, может начальник, может сосед. Кто угодно, президент владеет вами. И нет, вами никто не может владеть. Что тайное станет явным? Вы узнаете, где ваша сила, и будете по своим законам играть, по своим правилам. Четверка жезлов то же самое говорит. Стабильность войдет. Вы знаете, что такое жизнь? Это когда мы по своим правилам играем в жизнь. Тогда жизнь начинает нам давать подарки. Тогда стабильность входит, потому что за наши правила нам дается вознаграждение. Вот и все. Вы делаете то, что у вас получается, то, от чего у вас энергия прибывает. Это кому-то еще нужно, можно деньги превратить в энергию и так далее. То есть здесь профессиональную деятельность я вижу, выровняется профессиональная деятельность. Или вас наймет лучшая компания, или что тайное станет явным. Вы откроете свои тайны, что у вас получается. Потому что вы до сих пор еще это не открыли до конца.
Это была тайна для вас. Потому что вам закрыли вообще эту тайну еще в детстве, да, заблокировали этот поток. Десятка пентаклей, как сказала, так и есть. Потому что откроется поток денег. Десятка пентаклей – это благополучная жизнь. Это не только деньги. Деньги, мы с вами понимаем, что деньги дают возможности, да? От денег человек счастливый не будет. Нет. Но что дают деньги? Это в голове осознание того, что я все могу. И это даже без денег можно получить. Я вот вижу, что вы даже и без денег это можете получить. Ощущение, что я все могу, это счастье. Но это стабильное ощущение, и это ощущение тоже вам даст возможность себя найти как в деле, так и вообще как вам жить, по каким законам вы живете. Десятка пентаклей – это как империя у вас будет. То есть, что это падает? Это падают иголки из лиственницы, благословляют и очищают мой расклад. Потому что я сижу под деревом, которое огромное дерево, лиственница. И птицы в этом дереве поют. Так что в любом случае это благословение силами природы, так что не удивляйтесь. Это изобилие. Вы начнете наконец зарабатывать, вы начнете брать за свои услуги столько, сколько вы посчитаете, ваши услуги у вас энергии отбирают, а не столько, сколько вам сказали, что, понимаете? То есть здесь вы богаты, вы благополучны. Что дают деньги? Еще это дает чувство, что будет все хорошо. То есть уверенность в себе. Это не то, что вы там можете купить то или другое. Это уже как бы, ну да, можно купить. Но в основном богатые люди, они в принципе ничего не хотят покупать. Потому что они понимают, что покупками счастья не добьешься никак. Что станет явным? Станет явным, что у вас есть средства, нет завтрашнего страха, нет страха. И это то, что вам откроется. К этому приведут вас высшие силы. Вот это тайное станет явным. К этому приведут вас высшие силы. К осознанию, что все хорошо. Знаете, я часто общаюсь с очень обеспеченными людьми. И они простые люди. Они такие, как называемые, у нас называют серыми кардиналами. Да? Люди простые. Они понимают, что не в деньгах счастье, а хорошее общение – это $1 миллион. Больше даже. И так далее. То есть у вас вот будет это ощущение, что я все могу. Вот это десятка пентаклей. Но также будут деньги, конечно, тоже. Но она сама по себе это подразумевает. Вот силы будет много. Вы будете молодеть. Вот королева жезлов – это женщина, которая в любом возрасте красивая. И с возрастом она еще лучше становится. Потому что у нее молодая энергия. Вы скажете, ну я же старше стала внешне. Вы не правы. Потому что тот, кто молодится, хочет вернуть 10-20 лет назад. Ой, ты молодо выглядишь. Это значит, что он вчера живет. Потому что сегодня молодость – это идти в ногу со временем. А в ногу со временем вам столько-то лет. И это вам дает, наоборот, молодости. Потому что вы молодой, вы человек современный. Молодой – это современный человек, а не тот, кто забальзамировал себя, как Ленин в мавзолее. Это нет, в этом нет молодости, в этом наоборот. Вот нужно всегда увидеть что-то наоборот. Да? Увидеть тайное. Вот это увидеть тайное, то, что я только что сказала. То, что тайное станет явным. Я еще возьму 3 карты и перейду на символон. Я их буду параллельно читать. Что тайное станет явным. Вот эти 3 карты я открою, когда я вам покажу, что у меня ясное видение, то, что я вижу в символон. А вы можете увидеть что-то свое, это будет дополнением к моим словам, поэтому это уникально будет для вас, конечно, как обычно. Смотрите, вообще эта карта говорит, что вы уйдете от того, что вас напрягало, и придете к тому, что вас освобождает. Вы знаете, есть такое понятие легкие отношения или легкая жизнь, легкие деньги, вот это все. Да, деньги должны быть легкие, в каком понимании? Мы должны делать то, для чего мы родились. Это легкие деньги. Это не то, что выигранные в казино, нет. Легкие деньги – это те, которые легко даются, потому что вы делаете что-то с удовольствием. Легкая жизнь – это не в том понимании, видите, язык устарел, он сзади остался. Легкая жизнь – это не такая жизнь, где ответственности нет. Нет, легкая жизнь, она такая, которую нам хочется, и поэтому от легкой жизни никто не отказывается. Это легкие отношения, это когда в отношениях легко договориться, когда легко в отношениях. Это не то, что жизнь, легкие отношения без обязательств. Нет,
по-новому посмотрите легкие отношения. От легких отношений никто не уходит, потому что в них легко, в них хорошо. Это не то, что там без обязательств или может бросить в любой момент. Наоборот, тяжелые отношения человек может бросить в любой момент. Видите, стратег, это я эту карту сейчас именно для вас, которые смотрят, читаю. И говорю, что карта стратег говорит, что легкая жизнь, легкие отношения – это те отношения, которых не уходят, с которыми легко, приятно, с людьми легкими, легко от них никогда не уходят. Уходят от тяжелых отношений, от тяжелых людей, там, где все вычурно, там, где все не настоящее, там, где все как бы заставляют или унижают, чтобы, человека, как это сказать правильно, даже не заставляют и унижают, а гаслайтинг такой происходит, да, когда человека вынуждают, когда его обвиняют в чем-то, заставляют таким понятием, что ты мне должен. Вот только вы должны боссу. Ничего вы боссу не должны. Вы можете вообще свое дело завтра открыть. Вы стратег. У вас уже вообще план должен быть. Если вам больше, чем 35 лет, у вас уже есть план. Или если нету, будет вот-вот. Как начинать жизнь для себя? Как начинать работать на себя? Понимаете? Но не забываем, пока мы на предприятии работаем, мы тоже работаем на себя. Потому что мы его опыт зарабатываем. Что тайное станет явным. Вот тайный ход вашего оппонента станет явным. Ваш оппонент, может быть, вы сами с собой в оппоненте. Вы сами играете то другими, то слева, то справа. Я не буду говорить по цвету шахмат, потому что я вообще считаю, что должно меняться все, да. Хотя в шахматах, вот как в Таро, кстати, Таро, шахматы одно и то же, там было понимание, окей, кто играет черными, кто играет белыми. И в том понятии черное плохо, белое плохо. Да, нам нужно уходить от устаревшего языка. А Таро — это не устаревший язык, потому что там символ, а слова модерные. Так что по-модерному общайтесь с заказчиками, у вас будут заказчики по всему миру, потому что, да, сколько я вижу, наши люди, но они думают, вот здесь за границей, они думают, что они живут за границей, они живут до сих пор в старом мире. Это не то, что старый мир был хуже, нет, там просто был другой язык. Я смотрела как-то видео одного человека, 20 лет в Англии, и она говорит, что, что она там скучает до сих пор. Это понятно, мы скучаем за нашим детством, за нашей юностью, это понятно, и так далее. Знаете, там каждый блогер хочет юмор, хочет такое все сказать. Но вот что меня удивило, что там сидели англичане, их 2 мужа английских, и они тоже разговаривали, но, кстати, не так громко. А эта женщина, которая брала интервью своей подруги по-русски, она им сказала, якобы она хотела показать, свое превосходство. Не знаю, что она хотела показать, но голос был грубый, другой. Она с подругой говорила мягко, понимающе. А им грубым тоном говорит, you should be quiet. Я на Западе живу 30 лет, так не говорят местные люди. Язык другой, понимаете? Она как бы перевела, ты должен тихо говорить. You should be quiet, так никто не говорит. Или даже уже нельзя сказать can you как-то сказать можно по-другому. Can you keep your volume down? Can you keep your voice down? Это тоже уже не говорится. Мир такой другой. У меня соседи очень шумные. Я теперь говорю, стратегия должна быть современная у вас, стратегия языка. Я вам пример только привожу. You should be quiet. Так нельзя говорить, это очень грубо. У меня соседи шумные, но они из Индии, да. Я же не могу сказать, вот эти индийцы шумные. Это будет очень грубо. Так нельзя. Я могу сказать, мои соседи шумные. Вот эти люди шумные, но я не могу как бы еще указать на их какую-то принадлежность, да. И вот мне это выдало ее какую-то принадлежность. You should be quiet. Так нельзя говорить. Можно сказать... Вообще там сложно, можно сказать, например, извините, пожалуйста, но вы не могли бы пересесть куда-то в другое место, потому что у вас свой разговор интересный, у нас свой интересный, и потому что я снимаю как бы один разговор на другой. Нельзя сказать you should be quiet. Или я смотрела другого блогера нашего, которая хвасталась, что она в Торонто, там чуть ли не, я не знаю, успешная женщина. Она на улице снимала видео, и какие-то люди другой культуры танцевали на улице, и он снимал танец. А женщина была полная. И она говорит, она хорошо танцует. И этот человек говорит ей,
ну, как бы думал, что она просто комплимент делала, говорит, да, спасибо. А следующее, знаете, что она сказала? Вот не то, что она наша, да, у нас есть грубость в разговоре, у нас у всех это есть. Не знаю почему, но есть у нас вот это. Девочки, напишите, если я не права. И знаете, что она ему следующее сказала? Is she pregnant? Этот человек просто возмутился. Он говорит, what? Так нельзя говорить с людьми. Я вам сейчас переведу. Is she pregnant? Это она что, беременна? Вау! Совершенно stranger, другой человек на улице. И ты сразу такой клеймо, и ты сразу такие вещи говоришь, и ты говоришь, что ты там то и то и то. Человек по своим поступкам, по своим словам, вот слова это тоже поступки, по своим словам и по своим поступкам характеризуется. И у вас будет новая стратегия. У вас будет новая стратегия, новый язык нового времени. Вы не хотите больше этого негатива. Вы стратег теперь. Вы играете жизнью в шахматы. То есть вы видите, что для вас полезно. Что такое шахматы? Вы видите, что для вас будет выгодно, но не за счет других. А за счет того, что вы вчерашнюю себя, которой не повезло, вы стратег, вы меняете все. Вы теперь пишете свою книгу жизни. Вот это тайное. Знаете, я устала, честно слово, потому что я старалась рассказать вам каналы карт. Я иногда устаю по той причине, что я знаю, начнут писать, не отвлекайся. Вот начнут писать, а я же не отвлекаюсь. Мне так карты открываются. Понимаете? Такая вещь. Что тайное станет явным и полностью изменит вашу жизнь. Откроем сейчас с вами работников света, и вы получите весь мир. Весь мир у ваших ног. Мы получаем весь мир, когда живем сегодня. И когда мы понимаем, что мир какой есть, мы теряем мир, как мой дедушка сидел и говорил, вот они виноваты, они виноваты. Мир какой есть. Ну да, в нем есть много негатива. Но он какой есть, с ним нужно взаимодействовать. Взаимодействовать то, что получается, а то, что не получается, не взаимодействовать. Эта карта говорит, что мир был тайным для вас, теперь весь мир откроется. Вы сможете торговать по миру, по всему, искать любимых. Мир откроется, мир захочет с вами взаимодействовать, а не реагировать. Двойка меча говорит, что я знаю, что многие сейчас в очень сильной печали. Еще и пятерка меча. Мир вам казался враждебным. Может быть, те слова, которые я сказала, откроют вам, что мир не враждебный. Он поменялся, меняемся с ним. Сколько я вижу сейчас блогеров, сетуют, ну потому что и слушатель сетует, так вы можете как бы, я не хочу говорить, не сетуйте на мир, не сетуйте на мир, взаимодействуйте с миром, вы видите, что он бриллиант, он великолепный, взаимодействуйте с тем, что новинка сейчас, а новинка сейчас, что все меняется, это новинка, это время Водолея, время перемен. И что здесь хочет сказать вам символон? Еще вы королева. Вы тот, кто смотрит королева, а не там другая королева. Сегодня, если вы ссорились, и кто-то вам говорил, что вы не королева, но человек так видел мир. Он так видел вас. Это не значит, что вы не королева. Это значит, в его жизни может быть не королева. Ну и ладно. Пусть он там будет счастлив в себе. А вы в любом случае королева. Так раз и все. Ну, я не вот, знаете, кто говорит, что я там отвлекаюсь, посмотрите. Вы королева, у вас будет свой король. И вы будете сама как успешная женщина. И если вы мужчина, успешный мужчина. И вы будете взаимодействовать с этим миром. Что тайное откроется вам? Тайное, что все изменилось. Больше нет того мира, что был. И прошлый мир, он тоже хорош, но в том контексте. А новый мир, он хорош в этом контексте. Ну вот, все, что могла, сказала. И это благословение. Вы королева, и у вас будет свой король, у вас будет свое королевство, у вас будет всего очень много хорошего. Хорошей, счастливой жизни много, благополучия, любви, нежности, как птички поют, нежности, солнечной нежности, песен любви, радости. Много денег будет, королевская мантия, вам будет удобно жить. И все обстоятельства будут идти только вам на пользу. Вы будете просто счастливы, а я в этом больше, чем уверена. Я верю в вас, я верю в ваше счастье, я верю, что у вас все будет прекрасно. И я знаю, что мы еще обязательно с вами увидимся. Всем врагам,
друзьям, тем, кто любит меня и не любит, всем желаю счастья. И увидимся скоро с теми, кто захочет со мной увидеться. А я всегда рада встрече с вами. До новых встреч. Пока.